Представьте место, где нет законов, полиции, налогов, где единственные правила диктует пустыня. Слэп-Сити в Калифорнии существует на обломках военной базы, брошенной правительством в середине 20 века. Сотни людей ежегодно приезжают сюда, чтобы сбежать от общества, долгов, прошлого. Они строят дома из подручных материалов, рисуют граффити на бетонных плитах, живут без счетов и расписаний. Но свобода здесь имеет цену, и не каждый готов ее заплатить. Слэп-Сити называют последним анархическим сообществом Америки. Здесь можно встретить пенсионеров на фургонах, художников, создающих сюрреалистичные инсталляции, беглых преступников, скрывающихся от правосудия. В 2018-м фотограф National Geographic провел здесь месяц. Он описал это место так: рай для тех, кто ненавидит правила, и ад для тех, кто ищет безопасность. Летом температура достигает 120 градусов по Фаренгейту, зимой ночью падает ниже нуля. Воду берут из загрязненных колодцев, еду привозят раз в неделю из ближайшего городка за 30 миль. Но главная опасность не в природе. В 2020-м здесь нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. Местные шептались, что он украл еду у не той группы. Полиция приехала через 3 дня, когда труп уже начал разлагаться. Расследование закрыли за отсутствием свидетелей. В 2022-м женщина исчезла после спора с дилером, продававшим наркотики у входа в лагерь. Ее не искали. В Слэп-Сити выживают только те, кто готов убить за глоток воды или кусок хлеба. Салваторская гора, арт-объект из старых автомобилей и покрашенных плит, стала символом этого места. Туристы фотографируются на ее фоне, не замечая, что под ногами валяются шприцы и пустые патроны. Они уезжают до заката, оставляя городок тем, кто называет его домом. Но что ждет этих людей? Старость в разваливающемся фургоне, смерть от передозировки или пуля в спину за пачку сигарет? Слэп-Сити не судит. Он просто существует как напоминание о том, что происходит, когда общество отворачивается от своих изгоев. Дьявол в детской комнате. В Соединенных Штатах Америки ежегодно фиксируют десятки случаев каннибализма. Большинство преступников не похожи на маньяков из фильмов ужасов. Это учителя математики, матери 3 детей, ветераны войн. В 2012-м в Майами бездомный мужчина съел лицо живому человеку на глазах у прохожих. В 2015-м студент из Нью-Йорка зарезал соседа, чтобы, как он позже сказал, попробовать человечину. Вы когда-нибудь задумывались, что может превратить мать в монстра? В 2009-м в тихом техасском городе Сан-Антонио произошло то, что заставило содрогнуться даже опытных криминалистов. Отти Санчес, женщина с лицом соседки, которая печет пироги к церковным праздникам, взяла кухонный нож и разрезала тело своего 3-недельного сына. Она откусила пальцы младенца, проглотила часть его мозга, а затем попыталась перерезать себе горло острым лезвием. Когда полиция ворвалась в дом, они нашли ее в луже крови, бормочущую одни и те же слова. «Он заставил меня это сделать». Суд признал ее невменяемой, но вопрос остался. Что это было? Психический срыв, голос Бога или настоящая одержимость? Представьте, что завтра утром вы включаете телевизор и видите лицо женщины, которая вчера улыбалась, раздавая конфеты детям на улице. Сегодня ее обвиняют в каннибализме. В доме, где пахло ванилью и свежей выпечкой, нашли мечи, ножи для разделки мяса и окровавленные простыни. Отти говорила следователям, что дьявол шептал ей: «Убей, чтобы спасти». Но от чего? От нищеты, которая душила ее семью? От одиночества, которое грызло по ночам? Или от чего то, что наука не может объяснить, а религия боится назвать? История Отти Санчес — лишь верхушка айсберга. Психиатры спорят о синдроме Виндиго, древнем мифе, превратившемся в диагноз. Но как отличить легенду от реальной угрозы, которая может скрываться за дверью любого дома? Сейчас Отти Санчес находится в психиатрической клинике. Ее история не сценарий для хоррора. Это вопрос, который висит в воздухе, как запах гари после пожара. Что мы знаем о тех, кто готовит нам кофе по утрам, чинит машины в гараже, машет рукой на школьных собраниях? В Техасе до сих пор верят, что дьявол ходит по земле в облике обычных людей. Может, он уже здесь, среди нас, притворяясь тем, кого мы никогда не заподозрим? Реднеки — смех сквозь слезы. Что вы действительно знаете о реднеках? Если верить голливудским фильмам, это грубые мужланы в ковбойских шляпах, которые пьют пиво, ругаются и катаются по грязи. Но зачем тысячи людей каждый июль бросают сиденья от унитазов, прыгают в грязевые ямы и ловят свиные ноги зубами? День американских реднеков не просто странный праздник. Это крик тех, кого страна предпочла забыть. В городках Апалачи и заброшенных уголках Техаса уровень бедности превышает 0,2%. Здесь нет фабрик, которые дают работу, школ, которые учат детей, или больниц, которые спасают жизни. Есть только свалки, где реднеки трудятся за $9 в час, разбирая груды мусора. Их традиции давно стали способом выжить в мире, который отвернулся от них. Бросание унитазных сидений — это метафора.
Нас смыли, как отходы, говорят они. Ловля свиных ног зубами – это намек. Мы цепляемся за жизнь, как за последний кусок мяса, который у нас пытаются отнять. Социологи называют эти ритуалы актом сопротивления без надежды на победу. В 2018 в штате Кентукки провели опрос. 67% реднеков заявили, что чувствуют себя брошенными правительством, как старый диван на обочине. Их дети уезжают в мегаполисы, их дома гниют от сырости, их гордость медленно превращается в ярость. Но вместо того, чтобы бунтовать, они смеются. Смех реднека – это оружие. Когда тебя годами называют деревенщиной, отбросом или недочеловеком, у тебя два выхода – взорваться или надеть клоунский нос и танцевать на краю пропасти. Но что, если за этим клоунским носом скрывается настоящее безумие? В 2020-м в Западной Вирджинии группа реднеков подожгла полицейский участок. Они кричали: «Нас достали! Хватит!». Власти списали все на психическое расстройство, но местные жители знают правду. Это был вопль тех, кому нечего терять, кроме грязи под ногтями и сидения от унитаза в руках. День реднеков – это зеркало, в котором Америка видит свое отражение. С одной стороны, смешные соревнования и грубый юмор. С другой – люди, которые десятилетиями ждут, когда страна наконец вспомнит, что они существуют. Что произойдет, если этого никогда не случится? Ответ уже звучит в грохоте падающих унитазных сидений и хриплом смехе, который тонет в тишине заброшенных шахт. Вода или смерть? Представьте, что каждое утро вы просыпаетесь с одной мыслью: где найти воду, чтобы не умереть сегодня? Для племени Санти-Су в Небраске это не метафора. 4 года они пьют из луж, зараженных бактериями, и ржавых бочек, оставшихся после военных учений. Река Миссури, полная чистой воды, течет в 300 ярдах от их домов. Но между ними и рекой стена бюрократии, равнодушия и пустых обещаний. В Нью-Йорке человек тратит за день столько воды, сколько семья Санти-Су использует за неделю. Пока мегаполисы поливают газоны и наполняют бассейны, дети в резервации пьют жидкость, от которой живот сводит судорогой. Матери кипятят ее на кострах, зная, что это не убьет все яды. Они молча наблюдают, как их малыши теряют волосы, покрываются сыпью, слабеют. В 2023-м трехлетняя девочка из Санти-Су умерла от обезвоживания. Ее последними словами были: «Мама, дай воды». Чиновники годами отмалчиваются. На вопрос, почему в резервации нет водопровода, губернатор Небраски ответил: это вопрос федерального уровня. Федеральные власти говорят о приоритетных проектах, но деньги уходят на дороги в богатых округах. Санти-Су не одни. В Аризоне племя Навахо десятилетиями борется за доступ к колодцам. В Южной Дакоте дети из резервации Пайн-Ридж пьют воду с мышьяком. Это не случайности. Это система, которая стирает одних, чтобы удобрить других. Что страшнее, ядерная угроза или тихий геноцид, который никто не замечает? Санти-Су стали символом. Но сколько таких символов нужно, чтобы страна проснулась? Пока политики спорят, ребенок в Небраске делает глоток воды, который может стать его последним вдохом. Но если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки. Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Город-призрак Дадлитаун. Города умирают по разным причинам. Одни поглощают прогресс, другие стирают войны. Нейм Дадлитаун в Коннектикуте умер из-за проклятия, которое, как верят многие, до сих пор живет среди руин. Основанный потомками английского дворянина, лишенного трона, город стал местом, где трагедии шли чередой. Жители сгорали в пожарах, вешались на деревьях, исчезали в лесах без следа. К 1950-м последние семьи бежали, оставив дома гнить под дождем. Легенды гласят, что земля Дадлитауна отравлена. Те, кто осмеливается остаться здесь на ночь, рассказывают о голосах, шепчущих проклятия, о фигурах, преследующих их в темноте. В 1999-м группа студентов из Йеля приехала снять документальный фильм. Они засняли странные огни в лесу, а на утро обнаружили, что все камеры разбиты, а пленки испорчены. Скептики утверждают, что проклятие — это выдумка. Они указывают на естественные причины гибели города, плохие дороги, отсутствие ресурсов. Но как объяснить, что за последние 70 лет здесь погибли десятки любопытных? В 2012-м турист из Нью-Йорка упал с обрыва, крича, что за ним гнались тени с когтями. В 2019-м женщина покончила с собой, оставив записку: «Они не отпускают меня». Сегодня Дадлитаун охраняется частной организацией, которая запрещает вход. Но это не останавливает искателей острых ощущений. Они пробираются через заборы, рискуя жизнью, чтобы доказать, что проклятие реально. Может, это не город призраков, а зеркало, отражающее наши страхи. Страх перед неизвестным, перед тем, что мы не контролируем, перед правдой, которая может оказаться страшнее любых легенд. Наркотики вместо долларов.
Что происходит, когда у города отнимают будущее? Он начинает пожирать сам себя. В округах Огайо и Кентукки наркотики давно заменили деньги. Метамфетамин здесь меняют на еду, бензин, даже на детские игрушки. Дома превращены в лаборатории, школы в притоны, а улицы в рынки, где жизнь стоит меньше дозы. Уровень безработицы здесь превышает 30%. Заводы закрылись, фермы обанкротились, молодежь бежит в города. Те, кто остается, выживают как могут. Один мужчина, чье имя вы не найдете в газетах, рассказал, как стал дилером. «Мне нужно было кормить дочь. Выбор был прост – продавать наркотики или смотреть, как она умрет». Полиция знает об этом. Они проезжают мимо, потому что арестовать всех невозможно. Да и зачем? Через день новые дилеры займут место старых. Корни этой катастрофы глубже, чем кажется. В 90-х фармацевтические компании затопили глубинку опиоидами, уверяя врачей, что таблетки не вызывают зависимость. К 2010-му сформировалось поколение, которое не знало жизни без боли и наркотиков. Когда власти наконец ограничили продажу таблеток, люди перешли на героин, а затем на метамфетамин. Дилеры стали единственными, кто привозил в городки хоть какие-то деньги. В 2022 в Огайо умерла женщина по имени Лиза. Она продала последнюю дозу, чтобы купить дочери кроссовки для школы. Ее тело нашли в заброшенном амбаре. Соседи сказали, что Лиза была доброй, но устала бороться. Ее история не исключение. Это правило. Сейчас эти места напоминают зону отчуждения. Люди ходят как тени, а воздух пропитан химическим смрадом. Но это не постапокалиптический фильм. Это Америка, которую предпочитают не показывать в новостях. Мэнли Хот Спрингс, река смерти. Мэнли Хот Спрингс на Аляске, поселок с населением в 80 человек, казался местом, где время остановилось до 26 октября 1984. В тот день Майкл Силка, местный охотник, застрелил 6 человек на пристани для лодок. В тот день Майкл Силка, местный охотник, застрелил 6 человек на пристани для лодок. Его жертвами стали случайные прохожие, туристы, сосед. Затем он украл лодку, спрятал тела в реке Танана и попытался скрыться в тайге. Полиция выследила его на вертолете. Силка открыл огонь, ранив пилота. В перестрелке погиб офицер, прежде чем убийцу настигла пуля снайпера. Расследование не нашло мотива. Силка не имел конфликтов с жертвами, не страдал психическими расстройствами. Единственной уликой стал его дневник, где за неделю до убийств он записал: «Здесь слишком тихо, нужен громкий конец». После трагедии Мэнли Хот Спрингс стал городом-призраком. Половина жителей уехала, остальные закрыли двери на замки. Туристы, когда-то приезжавшие ради горячих источников, теперь обходят это место стороной. В 2005-м журналистка из Анкориджа попыталась взять интервью у выживших. Старейшина поселка сказал ей: «Мы не говорим об этом. Тень Силки все еще здесь». История Мэнли Хот Спрингс не уникальна. В 2019-м в Вайоминге охотник убил 4 человек в заброшенном ранчо, а затем покончил с собой. В его записке было одно слово — скука. Эти случаи заставляют задуматься, что происходит, когда изоляция и тишина становятся невыносимыми. Современные жители глубинки все чаще выбирают интернет вместо соседей, но одиночество лишь копится, как пар в котле. И однажды оно взрывается, стирая грань между тихим вечером и кровавым кошмаром. Рождественская бойня. Рождество должно быть временем радости, но для семьи Лоусон в 1929-м оно стало последним днем жизни. Чарли Лоусон, отец 7 детей, купил всем новые наряды, пригласил фотографа, чтобы сделать семейный портрет. На снимке они улыбаются, как будто завтра не существует. На следующий день Чарли взял ружье и застрелил жену, всех детей, а затем себя. Ни предсмертной записки, ни намека на мотив. Только кровь на рождественском столе и тишина, которая до сих пор висит над их домом в Северной Каролине. Полиция искала ответы, но нашла лишь новые вопросы. Чарли не имел долгов, не враждовал с соседями, не проявлял агрессии. За неделю до убийства он вел себя как любящий отец, чинил забор, шутил с детьми. Психиатры предположили скрытую шизофрению, но местные жители шептались о проклятии. Они вспоминали, как за год до трагедии Чарли бродил по лесу, утверждая, что слышал голоса. Кто-то говорил, что он продал душу дьяволу, кто-то винил ядовитые грибы. Дом Лоусонов стоит до сих пор. Его не снесли, не сожгли, не превратили в музей. Местные обходят его стороной, утверждая, что по ночам в окнах мелькают тени, а из-под пола доносятся шаги. В 2005-м группа энтузиастов попыталась провести там ночь. Они сбежали до рассвета, клянясь, что видели силуэты детей в рождественских платьях. История семьи Лоусон остается одной из самых мрачных загадок Америки. Она заставляет задуматься, насколько хрупок человеческий разум. Что толкает человека из абсолютной нормы в бездну безумия за считанные часы? Может, каждый из нас на краю этой пропасти, а рождественские огни лишь маскируют тьму, которая ждет своего часа. Убийца из Гейнсвилла. Театр ужасов.
Он не просто убивал, он ставил спектакли, где жертвы были актерами, а смерть кульминацией. Дэнни Роллинг, известный как Гейнсвиллский потрошитель, в августе 1990-го за 5 дней лишил жизни 5 студентов. Он не спешил. Он наслаждался. Каждое тело он укладывал в позу, которая должна была шокировать даже опытных криминалистов. Одну жертву обезглавил, поставив голову на полку напротив туловища. Другую связал веревками в молитвенной позе, словно она просила пощады у небес. Город Гейнсвилл, дом для университета Флориды, превратился в ловушку. Студенты запирались в общежитиях, родители требовали эвакуации, полиция терялась в догадках. Роллинг выбирал жертв случайно. Он пробирался в дома через открытые окна, убивал ножом, исчезал до рассвета. Его лицо не попало на камеры, отпечатки не совпали с базой данных. Власти предлагали награду в $200 тысяч, но это лишь усилило панику. Разгадка пришла отцу одной из жертв. Он заметил, что позы убитых повторяли сцены из стихов, которые Роллинг писал в тюрьме. В 1987-м он отсидел срок за нападение на родного отца, а после выпуска поклялся превзойти всех маньяков в истории. Его арестовали через месяц после последнего убийства. На суде он улыбался, читал собственные стихи и говорил, что хотел оставить след в вечности. Сегодня Гейнсвилл пытается забыть тот август. Но шрамы остались. В общежитиях, где произошли убийства, до сих пор нет желающих жить. Преподаватели шепчутся, что в коридорах иногда слышны шаги, хотя здания пусты. Роллинг был казнен в 2006-м, но его наследие живет. Оно напоминает, что зло не всегда приходит извне. Иногда оно годами копится в тех, кого мы считаем нормальными, пока однажды не прорвется наружу, как гной из старой раны. Массовое убийство в Пайктоне. Тишина маленького городка Пайктон в Огайо взорвалась выстрелами в ночь на 22 апреля 2016-го. 8 членов семьи Роден были убиты в 4 разных домах, расположенных в радиусе 2 миль. Преступники отключили камеры наблюдения, надели маски и действовали с военной точностью. Жертвами стали бабушка, родители, 3 детей и 2 подростков. Самому младшему было 10 лет. Убийцы не взяли ничего, кроме жизней. Расследование показало, что бойня стала кульминацией многолетнего спора между семьями Роден и Вагнер за опеку над ребенком. Кристофер Вагнер-младший, отец девочки, которую воспитывали Родены, спланировал месть с братьями и матерью. Они тренировались стрелять, изучали расписание жертв, даже проводили репетиции нападения. В день убийств они разделились на группы, чтобы синхронизировать атаки. Полиция обнаружила дневник Кристофера, где он писал, что очистит землю от нечисти. Пайктон, где все знали друг друга в лицо, не мог поверить, что соседи годами готовили массовое убийство. Местный священник, проводивший похороны, сказал, что это война без правил в сердце Америки. Суд приговорил Вагнеров к пожизненным срокам, но вопросы остались. Как семейный спор превратился в бойню? Почему никто не заметил, что в гараже соседей хранится арсенал оружия? Сейчас дома Роденов снесены, на их месте пустырь, заросший сорняками. Жители Пайктона избегают это место, особенно ночью. Говорят, иногда там слышен плач детей, хотя никто не решается проверить. История Пайктона стала уроком, который никто не усвоил. В 2023-м в Айове повторился похожий сценарий. Мужчина убил 6 родственников из-за спора о наследстве. Кажется, Америка забыла, что семья может быть не только опорой, но и бомбой замедленного действия.